в наших суставах. Так вот, гипотеза заключается в том, что суставы, оказывается, можно восстанавливать. Но они не восстанавливаются хондроитином, глюкозамином, какого бы количества хондроитина, глюкозамина вы не принимали. От чего рушатся суставы? Они рушатся на фоне того, что у человека формируются оксалаты. Оксалаты всегда являются пуринами фактически, что приводит к тому, что появляется кислота, она в суставе находится, разъедая или делая более мягкий коллаген нашей суставной сумки. И такие пурины, они обычно возникают из-за алкоголя, переживаний высокой кислотности желудка. Как правило, это связано еще и с высоким аммиаком. Аммиак у нас, он максимально, практически всегда формируется на фоне употребления белков. Потому что происходит процесс расщепления белка, при этом тот белок, который расщепляется, происходит процесс карбоксилирования, и с другой стороны происходит формирование аммиачных групп. Появляются, белки расщепляются на пептиды, полипептиды, аминокислоты, вернее на аминокислоты, полипептиды, и после чего усваивается или объединяется в какие-то гормональные группы. Это тоже так бывает. И, конечно, это все необходимо учитывать в тот момент, когда человек начинает лечение. То есть в тот момент, когда вы начинаете болеть и у вас начинают болеть суставы, знайте, на время вам необходимо отказаться от мяса. Это прямо одно из условий. Далее, как ни странно, прикладывать к местам, которые болят у человека, особенно в случае, если есть подагра и высокая кислотность у вас, прикладывать очень хорошо аммиак. Почему аммиак хорошо прикладывать? Не нужно делать крепкий аммиак или аммиачный спирт, продается, нашатырный называется. Вы в него, почему это работает? Дело в том, что у нашатыря есть такая особенность, он расщепляет молочную кислоту, и молочная кислота это уже метаболизм расщепления пуринов или оксалатов. Поэтому, когда в начале происходит появление молочной кислоты, и в дальнейшем молочная кислота стимулирует появление пуринов или оксалатов. Именно поэтому в начале необходимо повлиять на количество пуринов. После этого, если приложить салфетку с нашатырем к колену или к стопе и делать или выполнять такую аппликацию на протяжении длительного времени, это способно устранить у человека боль в суставах. Это действительно помогает, но в случае, если развиваются вот такие системные заболевания с поражением неревматоидного характера, без артрита и полиартрита, вот связанные с, допустим, дисфункцией почек, появлением оксалата, высокими оксалатами, подагра и так далее. Ну и второе, это применение аскорбиновой кислоты и применение никотиновой кислоты. Если у человека болит позвоночник, болит сустав или еще что-то болит, начинайте применять аскорбиновую кислоту 1000 мг один раз или даже 2 раза в день по 1 грамму, 1 или 2 или даже 3 раза в день. Принимайте на протяжении 1 месяца и принимайте еще и с высокой дозировкой никотиновой кислоты. 40 мг, приблизительно можно 100 мг 1, 2 или даже 3 раза в день. К радости нашей, передозировку получить аскорбиновой кислотой или никотиновой кислотой совершенно невозможно. Наш организм справляется с метаболизмом, и у нас есть как декомпенсированный метаболизм, когда он способен находить дополнительную аскорбиновую кислоту каким-то образом в организме, синтезируя или каким-то образом поглощая ее из крови или из какого-то мяса. Точно так же и переизбыток аскорбиновой кислоты или никотиновой кислоты наш организм способен депонировать, то есть выводить из нашего организма. Поэтому что прием аскорбиновой кислоты, что прием никотиновой кислоты совершенно безопасен для человека. Совершенно. В случае, если у человека есть тяжелое состояние такое, при котором организм уже не способен усваивать аскорбиновую кислоту, я рекомендую использовать, допустим, инъекции или капельницы глютатиона. Да, великолепная вещь. Глютатион это тоже рутин, это тоже L-карнитин, наверное. Ну и лежать на иголках. Я об этом тоже рассказывал.
Так что не торопитесь, не страдайте, не бойтесь. В моей компании я разработал препарат, он называется мазь Габбана, смазывайте позвоночник мазью Габбана, лежите на иголках по 40 минут перед сном, так чтобы они под спиной лежали. Ну не иглы, а аппликатор Кузнецова, допустим. И при этом принимайте мой препарат Вертебралис по 2 таблетки 2 или даже 3 раза в день. Это очень эффективно. Здравствуйте, что делать, если